А мы в Якутске. Минус где-то 700 на дворе. Каждую пятницу мне тут подходят, фоткаются, пиво ставят. Спасибо, Илья. Спасибо. О, дворники работают. Минус 40, они убирают мусор. Вот красавцы. Самые лучшие дворники это в Якутске. У нас даже памятник дворнику есть. Памятник дворнику? Да, минус 50, минус 40. В любую погоду он ходит и убирает. При услуге ледяного бара. Ледяной бокал. 1 штука. Можно закусывать сразу же, наверное. Нет, а сама рыба есть у вас? У нас ничего нет, у нас только ледяные стопки. Это же не искусственное? Да, это не искусственное, они образуются от нашего дыхания. Данная пещера является бывшим хранилищем Госрезерва. В конце 80-х годов она была вырыта специально вот для стратегических целей, для хранения продуктов. Да? И вот лет 10 назад она была переоборудована в такой вот музей с современными фигурками. У нас, кстати, мамонта, к сожалению, нету. Как нет мамонта? О, мы зря пришли. Мамонта нет. Трон. Трон, Илья, ледяной. Да, это тронный зал Чингисхана. Чингисхан — это наш якутский Дед Мороз. Так-то что-то попке холодно. А что там, Дед Мороз, наверное, без этих тестикул уже. Здесь мы видим вот ледяные фигурки шерстяного носорога и пещерного льва. О, я помню, шерстистый носорог. Как его назвали? Саша! Какой Саша? Саша? Это носорожек Саша. Это, Почему Саша? ну так, имена дают. Это настоящий носорог, это настоящий его шерсть. Да, это настоящий носорог. И вот этому носорожку абсолютный возраст 34 тысячи лет. Давай, Максим. Нет, ну некоторые до середины даже там. Здесь мы на карте видим, что вся Якутия лежит на вечной мерзлоте. И получается, вот чем темнее синий цвет, тем глубже слой промерзания почвы. То есть в этом районе, в Вилюйском и по побережью, слой вечной мерзлоты достигает до 1500 метров вглубь. Это считается максимальной. А под городом Якутском где-то 300 метров. Вот перед нами это Аулукмас, это священное древо народа Саха. Считается, что это древо объединяет 3 мира, то есть корни идут в нижний мир, крона растет в среднем мире и ветви устремлены вверх на верхний мир. Это женщина Анна Лахчун-Хотун, она является покровительницей среднего мира, также мать природы. Кто это, Максим? Это Жириновский, но я сначала подумал, что военно-мушник какой-то. Такой кепочка, наверное, так надвинута на глаза, шарфик приподнят, знаешь, ЛДПР. Сколько заплатил, такой вот у него и это. Не самый лучший скульптор его. Сейчас мои ребята подадут тебе по морде, дадут, подонок, и выгнут тебя из зала, бандит и пьяница. О! Это как так? Не мираж ли это? Нет. Это что? О! Нифига! О! Так, вам... Строганиночка. Так, тогда сколько стоит? Девочка моя. Красивая, посмотри какая. Ой. Че, давай? Давай. Парни приехали в Чурмуран, чтобы покататься на якутских лаек. В Якутске есть порода специально, называется якутские лайки. Не в каждом городе есть своя собственная порода. Сегодня минус 46, но наш товарищ в кроссовочках. Максим оделся очень хорошо, он подготовился. В отличие от этих наркоманов столичных.
Слушай, ну да, ножкам холодно. Дракон, ты не купил? Вот нормальные такие тапки 50 размера. А как завязывают завязочки? А, это спереди, да? Во! Это из волка? Это волчий шабанок. Объезд, 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 объезд. Точно не завязнете. Щеки отморозишь синими станут. Потом корочка отойдет через неделю, а через месяц кожа новая будет. А мы в Якутске. Минус где-то 700 на дворе. Да. Так, что делать? Садитесь. Я не замерзну, не умру? Не умрете. А сколько скорость они развивают? Средние на дальних маршрутах около 8 км в час держит. Ага. Ну, то есть вот так примерно, да, они едут? Быстрее. И на дальние мы запрягаем обычно 8 собак. А, 6 это только у нас здесь для круга. Но побегать хочет каждый. Потому что тот, кто бегает, тот получает бонус в виде еды. Больше еды получает. Больше мяса. а сколько у вас всего собак? Почти 50, чуть более 50. В данной упряжке 2 передние собаки это оленегонный шпиц порода. А остальные это якутские лайки уже идут. И круглый год они у нас живут здесь на улице. То есть они минус 50, минус 60, они нормально, да? Да. Офигеть. Потому что у них вся порода таким образом вывелась. И мы не стараемся менять саму породу. И чтобы они также не менялись, чтобы никакой эволюции особо не было. Стараемся, чтобы они жили в своих естественных условиях. То есть на улице круглый год. У нас теплые остановки. В прошлый раз ты сказала, что у нас их нет. Они у нас есть уже где-то, по-моему, последние 3-4 года они появляются. Ага. А люди все равно стоят на улице. Ну, по привычке, да, мы стоим на Тоже улице, здесь. потому что наш срок ушел. Да, чем? Очень теплые. Есть расписание, есть можешь в реальном времени. Особенно в темное время. А, еще тут расписание, а там камера, да? Все, вот обратите, все в этих пунктах ходят. Вообще, да, все? Вот на кого не посмотри, видите, у всех он винтик. Вот это настоящая. Я не верю в свои глаза. Это тот самый знаменитый Егор. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил вообще продинамить нас и работу, вот это вот все? Люди спрашивают. Ну, я на самом деле на месяц убежал из якутской зимы на Бали, поэтому очень много работы накопилось. Я ушел, устроился в цифровой детокс, несколько недель вообще без интернета был. На работе меня потеряли, ужасно все было. И вот вторую неделю я разгребаю все, что накопилось за месяц, и готовлюсь. Я в турне еду по делам в Штаты, в Южную Америку, по Азии. Сейчас мой проект сейчас сильно, Индрайвер сейчас сильно растет. Мы прямо вообще расширяемся. Поэтому как-то не до кудрявых блогеров, прости. Но очень интересно было, кстати. Я не ожидал, что будет такая реакция. Тебя начали узнавать? Да, в Якутске я просто вообще звезда. На каждую пятницу мне кто-то подходит, фоткается, пиво ставят. Спасибо, Илья. Спасибо. Внезапно на старости лет 15 минут славы обрел. Да. Так, а ты помнишь, о чем мы в прошлый раз договаривались? Банька прорубь? Да. Ты обещал. Да, как бы обещал, выполню. Нет. Хватит, Илья. Машку, мы спагетти
Я хочу себе на звонок смех Егора поставить. Чтобы когда мне коллекторы звонили, там такой был Егор. Что надо есть? Что надо есть? Ну, национальную еду надо обязательно. Так. Да. Ну, в нашем ресторане обязательно надо попробовать блюдо из жеребятины. Жеребят никто в мире не осмеливается есть, кроме якутов, но я думаю, что лучший в мире ресторан жеребятину подают. По-моему, больше нигде жеребят не едят. Да, жеребятина это 6 месяцев, только начинает, соответственно, расти, только перестает сосать молоко и, соответственно, забивать. Но это связано с климатическими условиями. Да, потому что время подходит, после того, когда уже начинают сильные морозы, тогда начинают забивать, соответственно, мясо для того, чтобы перезимовать. Егор, как ты, на чем ты так наел-то бока? Это олень или мраморная жеребятина? Мраморная жеребятина. Парочку жеребят сел и все уже. Бока. Вот они. По жеребенку с каждой стороны. Чесночочком святым просто запахло. Это очень вкусно. Попробуйте, пожалуйста, тоже. Егор первый якут, который не пьет на работе. Ну, с возвращением к скорому Якутии. Что ты заказал? Это же из оленины. Из оленины. Из оленины. Со стейком, да. С олениной. Мне подруга рассказывала, что очень вкусно. Томатами, картошка фри, лист салата и булочка наша. Она говорила, что это вообще типа бургер для инфаркта, но очень вкусный. Ну нужны твои впечатления, давай! Давай! О, нет. Давай! Даже я не... Вот это вынимай. Даже я не смогу это. Давай, да сможешь! Но! Тартар из жеребенка. Красота. Свежемороженое мясо жеребенка, мелко нарезанное ножом вручную. Подается с луком, с чесноком, желтком куриным, но он не сырой, он вареный. То есть руккола, горчица, морская соль и соус. Так, нужно будет его размять. То есть желток с мясом. После того, как ты уехал, я пошла на следующую неделю гулять в какой-то клуб. Егорка там танцевала, отжигала с девочками. Двумя. Так не по девочкам. А через неделю уже был с другой, тоже горячие танцы он исполнял. Я потом говорю, какая из них твоя? И он говорит, у меня каждую неделю теперь разные. С чира налим витаминем и растягает комплимент куки. Все, супер, спасибо. Егор не просто самый веселый, еще самый ответственный якут на свете, поэтому ты, надеюсь, ты и драйвер вызвал? Конечно. Подожди, покажи приложение. Ты сейчас, какая у тебя машина приехала? Серебристый Toyota Mark II, Герасимов Артем. С классным рейтингом 4.9. Извиняюсь. Все, до вечера. Давай. Приятно было увидеться. Олень с голубикой и салатом. У нас стейк из жеребятины. Вот, а это ребра тоже это жеребятина. Это замороженный керчик с 3 видами вкуса. Голубика, брусника это и сливочный. Национальный, якутский десерт. Десерт, да. Да, это взбитые сливки, деревенские взбитые сливки с добавлением ягоды. А расскажите тогда, что здесь происходит. А вот пойдемте там. Пойдемте. Вот замена корпуса происходит теплохода. Вырезается днище, подвороты. Старый металл меняется, битый крест. Вот производится ремонт корпуса. Чтобы потом уже весной он на воду спускается и пошел уже в рейс. Всякие суда. И здесь их поднимают туда наверх и ремонтируют зимой. А здесь роют ледяные ямы и ремонтируют.
вот таким идет запиливание льда на кубики. Такие, вот этот продукт деятельности. Вот такие потом кубики выбиваются. И по мере намерзания льда снимается один слой, под ним намерзает лед, еще запиливается и вот таким образом погружается вниз. Ух ты! Ага. Здесь все внутри. Там есть буксир, там можно воду пройти. Вот здесь вот пароход можно уже вообще спуститься. Ну, здесь метров 50, где-то метр 40. А почему просто нельзя достать и на земле делать, как те? Ну это опять же время. То есть к весне он уже пойдет в работу, а это ждать, пока освободится слип, тоже просто как в целях экономии дешевле обходится. И это вот все вот так вот сейчас вымораживают, да, эти вот все суда? Все сюда, да. Произвели демонтаж, валов нету, рулей нету. После ремонта это все обратно поставится, и все, и пароход будет готов к работе. Сумерки. Ночь опускается на Якутск, и вообще ничего не видно. Я вот не понимаю, как здесь что-то можно видеть. Слушай, и очень красивые деревья такие. Как они не падают под тяжестью этого льда.